Всем привет! Так, как меня слышно? Всем привет, всем хорошего настроения, дорогие подписчики. Снова эфир из Египта, из Хургады. Вот, мы с вами на пляже, на том же пляже. Пляж называется Машабия, Эликсир. Он сейчас, Машабия разделена на 3 части, Эликсир. Один из них называется Эликсир. Так что, пожалуйста, сегодня будем здесь, буду вам немножечко показывать. Вот смотрите, там вот детки плавают впереди, видите, детки. Тут вот возле меня какая-то египтяночка пришла. Вот. Скажи привет, поздоровайся. Hi. Say hello. Не хочет. Не понимает меня. Вот. Так что сегодня будет у нас прямой эфир. Всем доброго утра, всем прекрасного настроения. Одиннадцать часов 15 минут. Так, привет, мои дорогие, привет. Здравствуйте, здравствуйте, Вилма, всем привет. Оксанка, Габриэль, привет. Всем хорошего настроения. Снова я немножечко решила вас понежить, показать вам все прелести Хургады. Ой, я тут зашла в палатку, где балдахини. Вот смотрите, где я нахожусь, в палатке, где балдахини. Вот тут вот сижу. Сегодня буду тут проводить время свое. Кому интересно цены, то стоит посещение разовое 200 фунтов, есть абонемент на 10 дней, на 10 посещений. Всем привет! Есть месячные абонементы. Море, может быть, ближе понесешь, чтобы рассмотреть волны, да? Сейчас поднесу, сейчас. Так, кто новые на моем канале, напомню вам, что я живу в Хургаде, в Египте, и веду здесь канал в YouTube. Жарко жить в Египте, но июль-август жарко. Конечно, жарко, июль-август, естественно.
Тут вот видите, впереди детки, вон там вот, видите, это садик, есть такой садик, называется «Дочки-сыночки» в Хургаде. И вот там детки маленькие приходят туда плавать с учительницей. Очень мило, на мой взгляд. Вот. Сейчас допью свой кофе, и мы с вами идем. Немножечко покажу вам территорию. Идем походим. Надо сейчас за кофе рассчитаться. Hello? Да, шукран. Бай. Так, идем с вами погуляем. Ага, вот тут у нас, знаете что? Не поверите, тут у нас сейчас. Это отель Мерлин Inn. Вот такая красота, отель Мерлин Inn. Вау, сколько людей, смотрите. Сколько людей, представляете? Ого-го, вообще. Так, мы сейчас вот сюда пройдем. Я вам покажу с той стороны. Смотрите, какая красота. Вау. Вот. Видите, сколько людей сейчас? А вот детки, маленькие детки плавают. Вот яхта. О, судя по тому, что много баллонов, здесь практикуют дайвинг. Ветер сильнющий поднялся. Смотрите, сколько деток. Садики сюда приходят. Представляете, класс. Мой Маркус не захотел идти на пляж. Говорит, все, не хочу больше ходить на пляж. Мне неинтересно, скучно. Так что вот. Моего Маркуса попробуйте еще удовлетворить. Вот. Ой-ой, какой ветер. Аж задувает. Очень сильный ветер. Мне надо где-то присесть, чтобы не так сильно задувало. Очень сильно задувает. Сейчас надо что-то предпринять, потому что у меня аж держатель сносит. Так что извините. Вот, это пляж. Смотрите, вот эта вся территория раньше называлась Машабе. Вот, один пляж. А теперь 3 части. Вот, левая часть называется Эликсир. Правая не знаю. Вот еще есть левая. Вот. У них даже немножечко цены разные. Ну, вот как-то так. Оп. Фух. А это я. Так, что такое? Ну, сейчас надо примостить телефончик. Так.
Так, опа. О, пока стоит нормально. Очень-очень сильный ветер. Мне нужно все удерживать, потому что все улетает. Но несмотря на это, так, наверное, мне нужно сесть на пол. А ну да, если сесть на пол, то немножко меньше ветра. Все, буду сидеть на полу. Ну вот. Работа блогера, видите, какая? Работа блогера, что приходится занимать разные позиции, чтобы поговорить со своими подписчиками. Ой. Ну что, одни и те же люди. Одни и те же люди, новых нету, да? Надо как-то сходить еще показать вам Merlin Inn отель. Ой, кстати, у меня вчера приехала подписчица с Германии, Александра, и сегодня мы с ней встречаемся вечерком и будем делать видео вместе. Так что, сейчас, боже, что такое? Сейчас, секундочку, дорогие друзья. Надо включить этот Bluetooth, а то не фиксирует. Что-то получается не то. О, теперь все хорошо. Все, включила Bluetooth и все нормально. Так, ну давайте, можете немножечко позадавать вопросика, я поотвечаю. Будет у нас такая милая коммуникация. Так, а если я сюда поставлю, нормально будет? Не слетит? Не слетит. Мне приходится от ветра прятаться. Извините, что я вот тут такие маневры провожу разнообразные. Ну вот нормально. Александра, которая вчера в Панамке сидела. Нет, Александра другая. Вчера сидела в Панамке Елена, психолог. Я вчера совершенно случайно оказалась между двумя психологами вместе, совершенно случайно. Поэтому вот. Про отель не подскажете? Про какой отель? Что именно? Про какой отель? Какой отель вас интересует? В Хургаде очень много разных отелей хороших. Да, с двумя психологами это, конечно, вообще супер возбуждение. Так, мои дорогие подписчики, подписывайтесь на канал, кто новый. А собираемся в Египет, подскажите, маленький зеленый отель на берегу моря. Прям зеленый, чтобы был. Маленький, могу сказать, с неплохим пляжем. Это Merlin Inn. Он довольно такой неплохой, и он обычно такой бюджетный. Потом, ну, Сигал, он большой, он более такой шумный. Потом из бюджетных Белла Виста, ну, там, я думаю, что там как бы, ну тоже, ну, такой себе обычненький. Но Merlin Inn мне больше нравится. Ну и Sea-Star Буреваш. Континенталь Хургада, очень хороший Континенталь Хургада. Мне очень нравится Континенталь Хургада. Вот, на берегу моря. Вот. Но это я про Хургаду говорю. Так что, пожалуйста. Приезжайте, приезжайте. Да, и вам спасибо, приезжайте.
Приезжайте, хорошо наслаждайтесь отдыхом в Хургаде, в Египте, климатом этим прекрасным. То есть, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Слава. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна Пономаренко. Но вообще Континенталь Хургада, он не дешевый отель. Потому что он такой, знаете, для европейцев. Там в основном европейцы 90%. И то есть я так понимаю, что по моим наблюдениям вообще, насколько я часто спрашиваю у людей, то вот почему-то там немцы, европейцы, особенно Германия, они платят намного меньше, чем, допустим, этот же отель стоит в наших странах. То есть, я так понимаю, там у них такие крупные контракты с немцами. Потому что там очень много немцев, и они, некоторые немцы приезжают на месяц буквально. Там месяц, два, целую зиму живут. Представляете, в отеле жить. Цена Континенталь Хургада. Я вот точно знаю, что Мерлин Inn, он относительно недорогой. Я думаю, Белла Виста относительно недорогой отель. Но еще есть ряд отелей на Шератоне, которые как бы такие очень бюджетные. Вот. Ну вот, ну Мерлин Inn, да, он такой, ну, как бы он такая четверочка себе, но здравствуйте, здравствуйте, Екатерина, здравствуйте. Но там хороший вход в море. Хороший вход в море. Давайте я вам немножечко покажу море красивенное. А то ж получается, что? Получается, мы тут сидим, а всю красоту я вам не показываю. Вот оно море, дорогие подписчики, вот она Хургада, красивенное Красное море, спасательные круги идут, вот, все пределы, яхтмены, вот она красота, красота Красного моря. Кто только впервые пришел на мой канал, добро пожаловать, подпишитесь обязательно, дорогие подписчики, я даю очень много информации важной. Смотрите. Кстати, вот этот пляж Машрабия, он тоже хороший, потому что тут песочек, плавный вход в море, и детям удобно, уютно. Вот детский садик. Гляньте, детский садик. Нет, это не Израиль, это Египет. Египет, Хургада. Сейчас они возьмутся вот так вот друг за друга, топ-топ-топ, и пойдут. Это очень смешно смотреть, на самом деле. Ой.
Здравствуйте, Светлана, здравствуйте. Маркус обучается на английском языке. Сейчас моя кепка улетит. Акул нету, акулы где-то на глубине, совсем далеко-далеко. Там сейчас где-то наши земляки Вова и Александра. Но тут много людей. Что сейчас вяжете? А то значительные вещи продали, которые в трансляции показывали перед уездом в Черногорию. Но там у меня и другие вещи покупают, которые я и не показывала. Некоторые, для некоторых людей я отдельно кое-что вяжу. Я это не показываю. О, так что вот так вот. Вот так вот, мои дорогие. What you do here? What you do here? No, what you do? This, yeah? Супер, nice. Я постоянно что-то вяжу и для себя вяжу. Когда какое настроение. Новые подписчики, подписывайтесь на мой канал обязательно. Смотрите, сколько людей. Сейчас только начинают приходить. Боже, я тоже хочу плавать. Сейчас так с вами поговорю и буду прям плавать, купаться. Мне надо еще купальник переодеть. Ну, там и туалетик есть, и душевая, тут все есть у них. Так что вот такие вот вопросики. Такие вот делишечки. Вот видите, цыплята в белом, в желтом. Вот, это с садика. Сейчас они пойдут домой. Я когда снимала отель, я находила тогда в тот день 12 тысяч шагов. Представляете? Вот это да, съем отеля 12 тысяч шагов. Это просто жесть. Я засаду в уголочке. Немножечко в таком положении поговорю с вами. Рада вас видеть, слышать, мои дорогие. Здравствуйте, здравствуйте. Привет всем из Красного моря. Ну давайте, задавайте вопросики. Смотрите на море, задавайте вопросики. Так будет романтичнее, нежели на меня смотреть. Трясет камеру, потому что такой сильный ветер. Я шла сюда, ветра не было. Пришла сюда, нереальный ветер. Представляете? Фу.
По Черногории я очень скучаю. Знаете, вот скоро сделаю такое видео, проведу такую параллель между Черногорией и вот этой местностью. Вот, и будет такая жесткая параллель, знаете. Хотя, наверное, там тут это невозможно сравнивать европейскую страну с африканской страной, и с менталитетом и так далее. Я думаю, что это, наверное, и не надо сравнивать, потому что это вообще... Но у меня такое ощущение, что моя душа осталась в Черногории, я вам честно скажу. Можете поддержать мой канал. Там, где сообщение справа есть такая в квадратике доллар, можете нажать и какой-то отправить суперчат или благодарность. Так что каждый из вас может поддержать мое творчество или же вот у меня сейчас в данный момент есть уже 3 спонсора. А это означает, что я уже начну выпускать видео только для них. То есть у нас с ними будут такие отдельные моменты, отдельная беседа. Вот. Ну, считаю это справедливым. Так что вот. Что вам еще рассказать интересного? Сейчас очень много египтян, потому что это их время. Июль, август – это вот то время, когда они приезжают с ближайших городов, там из Каира, с ближайших городов, где нет доступа к морю, и они тоже отдыхают, плавают, вот так восстанавливаются здесь, а потом возвращаются в свои, ну, домой возвращаются. Вот. Очень много всего у меня на канале есть ценного. Если так внимательно посмотреть мой канал, то вам уже никакая консультация не нужна. Хотя люди, которые сюда собираются переезжать, заказывают консультации. И я так отвечаю на такой большой список разнообразных вопросов. У каждого они свои, разные. Потому что, ну, это вообще нормально. Потому что чем смотреть видео, которых у меня очень много, там лучше заказать консультацию, чем там смотреть 200 видео, которые у меня там на канале есть про Египет. Поэтому да, консультацию заказываю довольно часто. Вот, и вопросы такие у всех разные. Интересно. Ну, там есть, которые одинаковые, но так обычно разные вопросы. Кому-то нужно для души, кому-то нужно для здоровья. И у людей разные потребности. Кто-то едет сюда любовь искать. Вот, разные бывают. Да, кстати, мы на днях встречаемся с девушкой, которая вот выходит замуж, и мы с ней пойдем платье мерить в магазин. Также она расскажет интересную очень историю, что здесь произошло с ее подругой. Вот, поэтому подпишитесь, скоро будет на моем канале очередная интересная история из Египта. Поэтому вот так. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела, мои дорогие девочки и мальчики. Ну, задавайте еще вопросики. Ну, мы уже сделали, у нас там уже 3 или 4 видео, уже что там сказать, уже все сказали вместе. Да, я сейчас себе действительно подыскиваю страну, в которую я бы хотела переехать. Обязательно мне нужна природа, поэтому кроме школы меня тут ничего не держит, я вам так скажу. Как только найду подходящее место, чтобы там была школа на английском, и мне природа подходила, все, то, конечно же, я сразу перееду в другую страну, это факт.
потому что моя душа, у меня в данный момент я чувствую, что моя душа осталась в Черногории. Я вот просматриваю видео, картинки, фотографии, то есть я осталась там. Так бывает. Природа и культурные люди очень. Вот в прошлый раз вот тут есть средний пляж, и тут есть такой очень невоспитанный парень. Многие мне рассказывали, как он переходит границы, как он себя ведет, ну, то есть по-хамски, с какой-то нелепой ненавистью к отдыхающим. Ну и как-то я снимала, и он меня вот так взял, толкнул и говорит, тут нельзя снимать. Ага, я знаю босса этих пляжей, главного, и, конечно, он меня всегда с удовольствием приглашает и пускает бесплатно, чтобы я походила, поснимала, потому что это как реклама дополнительная, напоминание другим людям об этом пляже. Он меня толкнул. Я развернулась, я ему как дала джасу, я его так обматерила, что люди аж на меня со страхом смотрели. Ну вот представьте, придурок, такой жесткий переход границы. А с чего это? Ну вот я ему ответила. Вот, ну тут такое хамство можно много встретить, то есть ничего удивительного. Вероничка, она живет на Шератоне, туда ближе к Мадерасу. Вот. Как вот эта территория, как магазин Абу Ашара, Атен он сейчас называется, и туда вверх. Вот, там много домов есть. Здравствуйте, здравствуйте, Улугбек, здравствуйте, рада вас видеть, слышать. Снимайте, приезжайте, снимайте апартаменты. Вот. Здравствуйте, Наталья Прокина, здравствуйте. Хочется обратно к вам. Ну, так, главное создать намерение, и все будет. И приедете, и будете снова наслаждаться. Приезжайте в следующий раз в Фургаду, может, мне дадите какое-нибудь интервью, так что, пожалуйста. О, вон уже детки. О, вот смотрите, вот так вот, видите, они вот так гурьбой, гуськом, и все ушли. Все, ушли с пляжа, детки. Все. Вон они пошли домой, так друг за другом тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вилма, боже мой, спасибо вам большое. Спасибо, Вилма. Ой, как приятно. Боже, какое счастье, что есть люди, которые меня могут поддерживать. Спасибо вам большое. Вы для меня особенные. Я вас всегда жду и помогу вам 250 раз. Спасибо вам за поддержку. Потому что это все очень важно для меня. Вот сейчас снова заплатила за интернет, чтобы иметь возможность вести прямые трансляции. Некоторые говорят, ой, Вика, ты нас погружаешь в какую-то другую реальность ненадолго, вот своими трансляциями. Ну, с удовольствием это делаю. Пожалуйста, наслаждайтесь. Вот спряталась от этого, как его, от ветра, очень сильный ветер. И смотрите, где я сижу. Сейчас будете смеяться. Смотрите. Вот так здесь в уголку, видите, тут есть такая вот возле моря, ну тут вот эти ходят спасатели. Я вот так в уголочке села, на пол села, спряталась от ветра и сижу. Сижу, потому что очень сильно ветрено, а я хочу вам снять и показать. Поэтому наслаждайтесь, смотрите, и так мы с вами побеседуем. Вот, вот. Спасибо вам огромное, Вилма. Боже, как приятно. Я вас... А, кстати, вы когда приедете в следующий раз, Вилма? Вы когда приедете? Так, а то что получается, я вас помню, когда вы приедете, дорогая?
Есть такие люди особенные. Боже, мой канал держится благодаря им, честное слово. Честное слово. Тут маленький процент людей, которые просто меня поддерживают, просто потому что они понимают, что YouTube платит очень маленькие деньги, а моя работа круглосуточно. Иногда даже, знаете, я почему много работаю, чтобы не видеть вот этого всего, что здесь происходит. Вот этих гнусных историй бегу, которые вот тут на каждом шагу, от вот этого ужаса, которого тут тоже очень много. И я, чтобы с этим не сталкиваться, я очень много работаю. И поэтому как бы вот такая моя продуктивность, как говорится, извлекаю даже, как сказать, ну, ресурс даже со всего, с чего можно. Вот, а я могу, мне кажется, круглосуточно работать. Спасибо вам, Вилма. Когда вы приезжаете в Хургаду, Вилма, я же помню вас. Я же помню. Я за вас всех молюсь. Вот буквально 10 человек, которые поддерживают мой канал. Представляете, вот таким образом. Это Хургада. Хургада, добро пожаловать. Вилма, дорогая, когда вы приезжаете в Хургаду? Благодарна за твой труд и интересные видосики. Ой, как приятно. Боже мой. Спасибо, спасибо. Я прям на душе хорошо аж. Вчера я, значит, сняла 2 интервью. Вот одно смонтировала. Вчера ночью еще работала, встала с утра, проверила видео, и сейчас поеду в одно местечко. Там у меня есть такое знатное местечко. Вы еще будете смеяться. Иногда мне приходится загружать не дома, потому что дома одно видео может загружаться до 6 часов. Тут очень слабый интернет. И я езжу загружать видео порой в другие, ну такие длинные, в другое местечко. Не могу сказать, потому что, чтобы никто туда не ездил. И стою там как бомж и загружаю эти видео, потому что, ну они там быстрее загружаются. Так что сейчас после моря я проведу прямой, ну вот после эфира я поеду туда, загружу 2 видео. Одно видео будет со съемок, массовок, там поснимала вам, как можно, как тут мы в фильмах снимаемся. Каждый из вас может в этом поучаствовать, так что, пожалуйста, каждый из вас может себя почувствовать актрисой. Вот. И потом следующее видео загружу «Гарем нарцисса». Вчера работала с психологом, мы сделали 2 видео. Очень ценная информация, ценнейшая информация. Психолог специально для меня приехала как его, господи, Сахар Хашиша, и мы сделали шикарное видео. Так что вот следите, я каждый день что-то снимаю. Вилма, в этом году хочу ехать в отель Swiss Inn, как он, знаете? Так, а давайте я тут немножечко поспрашиваю у своих, и я тогда вам сообщу. Да, потому что, знаете, бывает еще такое, вот я была, 2 дня назад я снимала отель, Сильва Резорт Хургада. Хороший отель. Но почему-то вот в России, я не знаю, то ли там маленький процент они имеют с этого отеля, то ли он не раскрученный, то ли что. Ну там, да, там сейчас номерами работают, ну там старые номера, там, в общем, ремонт делают, реновацию немножко. Но отель очень хороший, и ужин шикарный, там и роллы дают, суши. Ну, короче, классно, там и шоколадные горки, много сладостей, ну, как обычно, так, от души все. Вот. И к чему это я? Но почему-то вот в России его не советуют. Ну, странно, поэтому не всегда нужно читать отзывы. Еще до этого отеля я не добралась, но я получу для вас информацию, Инна. Ой, Вилма. Swiss Inn. Вот. Еще есть, кстати, серии. Вот сейчас напишу. Вот такой отель.
Сэри. Или две буквы И, как-то вот так, короче. Ну, сейчас вот так вот. Вот так вот. Ой, или наоборот, две буквы И. Две буквы. Ну, короче, вы поняли, Сэри. Не могу напечатать нормально. Вот так вот. Либо так, либо так. Сэри. По-моему, первый вариант. Хороший отель. Такой, знаете, он новый. Кстати, узнайте на него цену. Кто любит спокойные отели, то мне очень нравится Хургада Континенталь. Там тоже хороший пляж в море. Вот. Сива Резорт Хургада, там есть, там более мелкий заход в море, но там есть пирс. Вот, так что вот такие вот дела. Вот, дорогие подписчики, сижу на земле с вами, на полу с вами беседую. Вот. Swiss Inn. Слушайте, ну так я так понимаю, что осенью мы с вами увидимся, да, Вилма? Классно, классно. Ну, супер, супер. Боже, когда едут такие женщины вот сюда, мои такие близкие, уже далекие друзья, потому что они мне очень близки, я их очень люблю, но они живут в других странах. Но если мы раз в год видимся, мне от этого хорошо на душе. Ну, Игорь, ну почему на полу? Потому что примостилась тут, устроила, чтобы делать вам прямой эфир. Вот, видите, мои ноги. Сижу на полу, потому что очень ветрено. Если я буду где-то в другом месте, просто будет дико задувать ветер. И, ну, здравствуйте, Светлана, здравствуйте. Это мой спонсор, дорогой. Виктория, вы живете в Хургаде, зарабатываете на видеовязании или еще есть какой-то доход? Хочу тоже приехать в Хургаду пожить. Алла, приезжайте, дорогая, приезжайте сюда пожить с большим удовольствием. Вы знаете, да, у меня и вязаные вещи покупают. Еще кроме этого, я же тренер по лечебной гимнастике. У меня есть несколько тренировок онлайн. Вот. Вот. Так что вот так. Сегодня вот вечером будет у меня тоже тренировка онлайн, совсем вечером. Вот. Так зарабатываю разными вещами, чем могу. По профессии я тренер, но ну вот смотрите, вот вчера ко мне обратился один мужчина, ну я его знаю, он тут раньше жил, тут у него отец остался. И он говорит: Виктория, у меня там есть отец остался, я сейчас уехала в другую страну жить. Ты бы могла мне найти какую-то девушку, женщину, которая будет там 2-3 раза приходить к папе навещать, ну там немножечко уберет, может какие-то продукты принесет. Вот он живет на пляже. То есть если она будет ходить к этому папе, она может и поплавать. То есть это очень такая ненапряжная работа. Эту работу может делать каждый. И я вот с удовольствием эту работу отдала своей знакомой. Ну, такая порядочная, чистоплотная, что ничего не украдет, ну, хорошая. И вот она говорит: Вика, с большим удовольствием. И то есть вот она за эту работу точно получит там, ну, не знаю, там 200-300 долларов, то есть вот так вот. Ну, а извините, 200-300 долларов, это на эти деньги можно легко в Хургаде прожить, понимаете? Если вот вы дома готовите, вы будете и рыбу покупать, и курицу, все, что хотите. Вот. Поэтому тут вот такие подработки есть. Либо кошку передержать, либо с детьми побыть. Ну, то есть тут либо убрать квартиру. То есть здесь множество подработок. Поймите, главное иметь желание. Тут же очень много иностранцев. И эти иностранцы, они имеют деньги, и они вам заплатят, и, в общем, все останутся довольны. Некоторые готовят, некоторые пекут. То есть, тут не может быть такое, что вот вы приехали, у вас, знаете, такое желание тут жить, и чтобы вот вам как бы не подвернулось что-то. Вы будете давать объявления в Хургаде, этому всему я вас научу, покажу. И если вы великодушные и порядочные, то Вселенная всегда пойдет вам навстречу. Ну, серьезно. Серьезно. Я уже много очень информации даю.
действительно очень полезно, и все у меня рассказы людей, которые тут живут. И я вот наблюдаю уже 6 лет, вот зимой вот исполнится 7 лет, как я прилетела в Хургаду, я стала жить. Поэтому, ну, не бывает такое, что вот вы нормальный человек с добрыми намерениями, и вам Вселенная тут не поможет, как египетская земля, египетская. Не бывает такое. Всегда есть добрые люди, которые вам пойдут навстречу. И если вы сконцентрируетесь на добре, на благости, если вы чисты душой, у вас чистые намерения, то все будет хорошо. Не слушайте никого. Видите, у меня такие идут мотивационные, серьезные вещи, я порой говорю, потому что, ну, сюда приезжают люди, оздоравливаются, повышают свой жизненный тонус, некоторые даже беременеют, у которых диагнозы бесплодия. Я это очень от души вам эту информацию даю. И проходят кожные заболевания, и проходят там заболевания, ну, там, связанные с дыхательными путями, то есть там много всего. Тут организм может выйти на совершенно другой уровень, и вы проживете, Господи, на 50 лет больше. Поэтому вот я так щедро даю эту информацию. Да, я зарабатываю тренировками онлайн, потому что я тренер по образованию. И еще я вяжу. Ну, все вы знаете, что я люблю вязать. И у меня покупают вещи вот так вот. И вот так, таким образом я живу. Но, видите, как сказать, тут только один момент. Тут очень много таких дефективных людей можете встретить, потому что если в наших странах эти люди были немножко дерьмо, то тут уже такое большое дерьмо, потому что прекрасная египетская земля усиливает все то, что есть у вас, все то, чем человек наполнен. Поэтому ну вот хорошим людям тут всегда повезет, и жизнь поможет, и люди помогут, и все будет хорошо. Серьезно, проверено временем, за многими наблюдаю. Так, есть в Египте, но нету таких здесь историй. Я не знаю, я такого не слышала, сколько общаюсь, не слышала. Единственное, что можно с дураками связаться, и, ну, были такие не очень хорошие случаи. Там одну девушку заморили голодом в Каире, закрыли, другую девушку задушили. То есть там такая история была, что, ну, в общем, она хотела с ним уже прервать отношения, вот, вот, дурачок. Ну, то есть нормальному человеку скажешь, что, ну, как бы не получается у нас все, а он, в общем, пришел к ней домой, он приходил к ней домой и ее задушил, представляете? Вот. Ну, эту историю скрыли, но тут есть такие истории не очень хорошие, потому что, к большому сожалению, здесь очень большой процент психопатов. Я об этом говорю и не перестаю говорить, поэтому будьте очень бдительны, в общем, при знакомстве. Среди наших тоже очень много непорядочных. Ну, вот это тут есть один минус только. Так что приезжайте, Алла, приезжайте, пожалуйста, приезжайте, наслаждайтесь этой прекрасной страной, пожалуйста. Вот, у кого какие еще вопросы? Я сама же тренер, мотиватор, и у меня очень много людей, когда я работала в Московской области, я жила там 19 лет, 16 из них я преподавала, и за это время у меня очень много такие были тяжелые случаи, люди были, которые просто почти не ходили, то есть, да, они были вот такие сидячие, но они поверили, что они не могут ходить, и из-за того, что я тренер, такой мотиватор, я полностью их перепрограммировала, но я заставляла их так работать, что у них аж с носа капало. Такую серьезную работу над собой я им проводила. И у них включалась внутренняя сила, внутренняя энергия, очень хорошо налаживалась работа лимфы, и все. И они начинали двигать руками, ногами, и они начинали ходить. Поэтому очень многие вещи, которые есть в нашей жизни, это те вещи, которые нам, к сожалению, внушили. Вот, здравствуйте всем, здравствуйте. Ну да, но в России тоже, и в наших странах тоже много психопатов. Просто вы уже учтите, что концентрация психопатов больше всего в туристических городах. Потому что туда едут жертвы, едут, ну как, отдыхающие, веселые, наполненные, с деньгами, с прекрасным настроением. И психопаты тоже туда едут, потому что им нужны жертвы, им нужно проявлять садизм, им нужно проявлять насилие разных форм. И они тоже туда едут.
Но, то есть, поймите, есть психопаты везде, во всех странах, во всех городах. Но самая большая концентрация – это в туристических городах любой страны. Туристический город, все, будьте осторожны. Психопаты – это не те, которые бегают с ножом, с топором. Это почему? Это размеренные такие люди, очень часто в рубашечках чистеньких. Зачастую высокофункциональные психопаты – это они хорошо одеты, на хороших должностях. Это где больше всего, ну вот наберите, вот сейчас просто возьмите, откройте интеллект искусственный и задайте, где чаще всего, в каких профессиях чаще всего встречаются психопаты. И вам покажут директора компаний, топ-менеджеры, политики, адвокаты, религиозные вот эти фанаты, хирурги, потому что там хладнокровие спокойно резать можно. То есть, ну вот, то есть там, где можно руководить, там, где человек может проявлять какую-то власть, потому что во время того, как он будет проявлять власть, он может узаконенно подавлять, унижать, обесценивать. Он может это делать узаконенно, потому что он босс. Но я сейчас не хочу заводиться, пожалуйста, как бы я это все рассказываю на канале, мои дорогие. Но знаете, когда мне пишут подписчики, что Виктория, благодаря вашим видео я вышла без психолога из отношений со своим абьюзером, но уже мне вот несколько человек написали. Но это для меня очень такая большая благодарность. И хотите когда-нибудь расскажите мне эту историю на ютубе. У меня уже целая коллекция получилась неожиданно для себя. И мне действительно очень приятно, что, потому что я проделываю очень большую работу. И вот вчера ехала ко мне психолог, завтра ее увидите на канале в субботу, и она говорит: Виктория, ну ты проделываешь колоссальную работу, потому что когда я монтирую видео, я вот это все монтирую, а у меня, ну, часами. То есть я одно видео делаю сутки. И когда я монтирую, я же слушаю, и у меня такое образное мышление, и у меня вот эти фильмы идут. То есть сутки я смотрю фильм про психопатов, про нарциссов. Вот, а как вы думаете, это мне приятно? Нет. Мне неприятно нисколько, у меня потом плохое настроение, я себя нехорошо чувствую, потом мне нужно выходить с этого состояния, понимаете? Но я понимаю, что я вынуждена помочь людям, потому что, ну, жесть, что творится. Просто жесть, понимаете? И люди не понимают этого. Люди думают, что психопаты – это которые бегают с топором, как вот в американских фильмах, там в лесу с топором, с ножом. Нет, почему? Психопаты сидят в кабинетах, психопаты при власти. Среди адвокатов много психопатов. То есть топ-менеджеры, ну вот они везде. Ваш начальник может быть психопат, ваш коллега, который вас ненавидит и постоянно заставляет вас чувствовать себя дерьмом. А вы не знаете, что это, потому что в американской программе есть, в американской программе школьной есть урок психологии, там они изучают нарциссов, психопатов, у нас этого нету, поэтому мы не понимаем, поэтому нашими женщинами пользуются везде. Посмотрите, сколько жертв по всему миру наши женщины. Вы только посмотрите. Италия, Турция закопали, где там, господи, повесили, расчленили. Сколько вот историй, вот в Ютубе вы можете найти, на сайте знакомств познакомилась, поехала к нему навстречу в другую страну, он ее закрыл, расчленил. А если бы она знала, как действует психопат, она бы поняла это сразу. Но у нас надо учиться, надо самим работать. Это просто ужас. Буду блокировать придурков. Вот придурки мне пишут, видите, что они пишут? Вот повылазили. Говно на палочке, повылазили, тут мне будут цвыркать. Идите вон маме своей цвыркайте. Так, ну что, хорошо я вас замотивировала с утра. Как вам? У меня такая мотивация порой как идет. И просто, знаете, я вот так смотрю, и мне жалко это все. Это какая-то вообще просто, ну, что-то такое нестерпимое, вообще нестерпимая боль, потому что жизнь одна, и можно ее так интересно прожить, продуктивно. Можно столько всего сделать. Вот мне бы еще плюс 4-5 часов в сутки, я бы еще что-то сделала, но нету, только 24 часа в сутки. Вот. И спать невозможно, невозможно не спать, и тут еще мало кислорода в Египте, то есть тут просто не хватает кислорода для такой
скажем, для такого тонуса, который я испытывала в Черногории, например, понимаете? Тут мне доктор сказал, тут солнце выпаливает кислород. Солнце выпаливает кислород наверх, и поэтому тут такие немножечко, ну, такие чуть-чуть там забывают, ну, такие сильно расслабленные, вот. Да, я уверена, что жизнь одна, и я не буду думать, сколько у меня есть жизней. Вот, я смотрю, я могу есть, я могу общаться с данными людьми вот сейчас. Я хочу жить сейчас, я не буду думать, у меня будет жизнь. Каждый день, когда мы засыпаем, мы можем как будто бы, это как будто бы мы умираем, мы можем и не проснуться. Нахуй я буду думать, сколько там жизней. Вот я сейчас хочу, чтобы в моем пространстве были хорошие люди. Вот я сейчас хочу, чтобы среди моих друзей были чистоплотные, порядочные люди. Я не хочу общаться с придурками, то есть как бы я себя ограждаю от придурков. В моем пространстве прекрасные, чистые, хорошие люди, они приезжают ко мне со всего мира. С удовольствием мы с ними общаемся, пьем чай, кофе, переписываемся, они потом еще приезжают. Вот благодаря моему каналу я познакомилась с большим количеством хороших женщин. Вот, кстати, самый парадокс, что вот эти именно женщины меня и поддерживают. То есть всегда какие-то там вот такие моменты, они понимают, в каком темпе, в каком режиме я тут живу в Хургаде. И мало того, что я вяжу и тренирую, я еще стала неожиданно для себя психологом. Я вот это все начала видеть просто насквозь. Ну, я с детства была такая я видела, но я не понимала, что это. Я не обладала информацией, а теперь я обладаю. Я когда вот вяжу, я всегда там убираю дома, я всегда очень слушаю серьезные лекции, мне друзья дают еще книги. То есть я над собой работаю всегда, всегда работаю. Я такая была с детства. У меня даже нет такого дня, что я могу пойти на пляж и как-то отдыхать, лежать, плавать. Максимум 2 часа, и все, я пошла работать, потому что у меня такой ритм. И я не знаю, как это вот скучно жить. Я не знаю, как это скучно, потому что мой ребенок хочет кушать. Ему нужна через какое-то время, через год-полтора, ему нужна будет новая обувь. Платить за школу надо вот уже скоро. То есть я не знаю, как это скучно жить, я не знаю. Но я раньше тоже такая была. Я была в спорте, у меня были нагрузки, у меня были тренировки очень серьезные. У меня в Москве было по 5 тренировок в день. Вы только вдумайтесь, в каком режиме я работала. Но я тогда преподавала и пилатес, и лечебную гимнастику отдельно, то есть там были отдельно больные люди. Потом я вела аэробику, кикбоксинг. Ну, видишь, у меня спортивное образование, там я, знаешь, как спецназ. Вот. А сейчас только онлайн-тренировки. Поэтому вот так. Пусть кони дохнут. Работа для меня очень важна смена деятельности, но я все время чем-то занята. Это у меня и родители такие, и люди к нам ходили такие в гости интересные, классные люди. И вот детство у меня было, конечно, среди прекрасных людей. Поэтому вот. Так что вот мотивация утренняя, надеюсь, вам пошла во благо. Добра вам, ставьте себя, свои чувства на первое место. Это еще школа с нами сделала такое насилие, когда могли на нас кричать, бить учителя. Вот это насилие, которое мы постоянно терпели. Ну не нравится урок, ну надо учить. Ну тебя уже изнасиловали, ну надо учить. А этих способностей у меня нет, надо учить. И вот под вот этим насилием мы были очень долго, потому что, к сожалению, пока наши школы очень далеки от идеального, очень далеки от правильной подачи информации, от правильной подачи образовательной системы, очень далеки. И многие об этом знают, но именно так, благодаря школам, благодаря телевидению нас подавляют, поэтому мы попадаем в жертвы. Почему? Потому что мы научились не слушать себя. Когда вы будете слушать себя и ставить свои чувства
себя на первое место, всякое дерьмо не будет возле вас задерживаться, потому что ему будет не за что зацепиться, у вас граница. Неважно, как прощаться, заблокировал или послал так нахуй. Люди не меняются люди. То есть, если вам сделали дерьмо, в следующий раз, если вы человека простили, вам сделают еще дерьмо, потому что человек так устроен, точка. Такая его составляющая психики. Так он устроен, все. Вот Вика разошлась на море. Видите как? Так. А сейчас еще дальше стали. Слышали про новые учебники? Нет, не слышала, потому что я живу уже в Египте 6 лет. Не слышала. Александр, Виктория, сколько нужно задонатить, чтобы вы показали свои стопы? 5 миллионов рублей на счет, и я вам покажу свои стопы. Так и быть. Так что, пожалуйста, пересылайте. Я на эти деньги поеду в другую страну и моим дорогим подписчикам что-то другое покажу. Да. Так что вот так. Так, я сейчас свои 60 терплю, чувствую себя жалко рядом с мужчиной. Посылайте нахуй, который облизывает пальцы при каждой еде. К счастью, только дома. Нахуй посылайте и все. Встаньте перед зеркалом и скажите, идите нахуй. И смотрите, как вы при этом выглядите. Если вы не можете послать нахуй, просто пишите себе сообщение, иди нахуй. Или просто говорите, слушай, мне с тобой некомфортно, давай разойдемся. Можно культурно послать нахуй. Неважно как. Главное избавиться от тех людей, которые не ваши. Так, ну как вам такие мотивационные тренинги с утра? Да, 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей и все, я вам покажу свои стопы. И на эти деньги поеду показывать моим подписчикам другие страны. Все для подписчиков. Кстати, дорогие подписчики, а ну напишите, что вы хотите, чтобы я вам еще показала, какие страны. Вот напишите. Напишите, какие страны вы бы хотели еще увидеть. Я должна была стать психологом со своей чувствительностью, гиперчувствительностью, со своей способностью видеть. Но, видите, у меня всегда какие-то увлечения новые. Мне очень интересно все изучать. И многие вещи мне просто не интересно изучать, потому что я быстро схватываю, я сразу вижу. Каир, Китай. Ну, Каир мне не очень нравится. Что там в России показывать? Нет, вы наши страны не пишите. Индию, Россию, Украину не пишите. Что там мне показывать? Какие-то другие страны пишите. Что мне там вам показывать, если вы там сами живете? Так что, пожалуйста, кто хочет увидеть мои стопы, 5 миллионов рублей, пересылайте. Пересылайте на счет, и все, и деньги и стопы будут на вашей голове висеть. Таиланд? Супер. Супер. Сомали, вау. Класс. Я бы хотела. Смотрите, если вы добрые, эмпатичные, оставайтесь добры, эмпатичны, но к своим людям, к своим друзьям, к своему близкому окружению проявляйте доброту, эмпатичность, заботу, любовь. Остальных непонятных личностей чувствуете что-то не то, просто посылаете нахуй и блокируете или блокируете. Ну, то есть есть люди, которым нравится делать больно. То есть психопаты, нарциссы, они исключительно питаются вот такими эмоциями. Все, точка. У них нету доступа к другим эмоциям, ну нету. И когда вы пытаетесь его долюбить, ну это смешно, ну то езжайте
Приезжайте куда-нибудь в Африку и любите крокодила, я посмотрю на это. Но если у человека рептилоидный мозг, там просто в лимбической системе при МРТ, вот там видно, что кора головного мозга, там нету белого вещества, то есть там нету связи с душой, вы уж поймите, простым языком говорю. Просто человек рептилия, просто вот хищник. Сидит и думает, как бы вас на части разорвать, как бы вас какой-то садизм вам сделать, понимаете? Они же манипуляторы великие. Вампиров не исправить. Ну что вы такое задаете? Ну сколько вам лет? Зачем вы такие вещи спрашиваете? Конечно, не исправить. У человека такая скотская натура, такие настройки, ну все. Они очень часто еще это самое, дружат вместе, нарциссы, психопаты, объединяются, чтобы кушать этих эмпатов, хороших людей вместе. Ну вы что, целые группировки есть. Группы, вот эти пикаперские компании, пикаперские курсы. Кто туда ходит? Организация придурков. Понимаете? У меня просто одна подруга была, она в Москве преподавала, ну, мы с ней познакомились, она преподавала курсы пикаперов. И говорит, вот, Виктория, что мне не везет в личной жизни, не могу не выйти замуж, ребенка хочу. Я говорю, так ты не можешь выйти замуж, потому что ты несешь миру? Ты несешь миру разрушение. Да, ты зарабатываешь хорошие деньги, потому что это, ну, как бы не дешевые курсы. Но чему ты учишь мужиков? Чему? Ты учишь мужиков, как получать ресурс, ничего не давая взамен. Извлекать из человека все самое лучшее просто так. То есть манипулируя всякими, погружая в инстинктивную зону, манипулируя там всякими чувствами, страхами, эмоциями. То есть чему ты учишь? Ты учишь разрушению. Мы с ней чуть не поссорились, потому что я ей говорила правду, она не привыкла к правде, она почему-то привыкла к лести. Я ей так вот сказала, и какое-то время мы не общались, потом она мне позвонила, говорит, да, Виктория, я закончила ушла с этой работы, действительно, и сейчас больше ушла в духовность, пытаюсь, наоборот, помогать женщинам. То есть сейчас она организовала женские группы, где она рассказывала, как себя ведут пикаперы. То есть она пошла уже в плюс. Что вы думаете, через буквально 1,5 года она встречает мужчину достойного, хорошего, такого, классного. И сейчас у них уже отношения. Нельзя нести если вы несете в мир разрушение, мир будет тоже разрушать вас. Ну и что вы сидите в новом Мерседесе, если у вас в душе живут черти? Ну и что? Если вы не можете этим насладиться, потому что вы дерьмо, и вы знаете это, что человек дерьмо. Люди, манипуляторы, психопаты, они знают, что они плохие. Они знают, что они несут разрушение, поэтому очень часто они успешны, но в них нету счастья, самого главного. Да, они могут там себя вести, типа, чтобы им завидовали, но зато они не могут этим насладиться, если только там пару минут. В душе там чулан, там тьма, там боль, там разрушение, там человеческие кости. Там в душе страшно просто. Поэтому у них много партнеров, много вот этих, потому что им просто невыносимо быть одному. Если он будет один, он встретится со своим внутренним «я», ужасным, черным, пустым. Вот как меня понесло, видите как? А кто вам такое еще расскажет? Вот кто? Вот кто вам такое расскажет еще? Где свобода? У психопата внутри нет свободы никакой. Они не свободны от своей ненависти, от своего деструктива, не свободны от тех сущностей, которые ими владеют. Они не свободны. Где свобода? Или вы говорите, что вот тут свобода, поэтому я разошлась? Не поняла еще. Ага. Ой, слушайте, это самое. Слышите меня? Ну хорошо, что слышите меня. Ветер сильный, поэтому я повышаю голос, потому что тут очень шумно, я сама себя не слышу, и мне кажется, что и вы меня не слышите, поэтому приходится вот таким образом говорить. Но, знаете, я могу так замотивировать, что человек может изменить жизнь свою просто после общения со мной, серьезно. Для кого-то нужен спокойный разговор, но для большинства людей нужно очень жестко и с матами, и очень жестко доносить информацию. Ему нужно додать моей энергии, додать силу,
чтобы он принял решение, набрался вот этого мужества, вот этой серьезной мотивации посылать нахуй. Просто вот если вы не умеете посылать нахуй, значит, ходите целый день и говорите: пошел ты нахуй, пошел ты нахуй. И вы войдете в это состояние, вам это будет соскакивать с языка легко. Просто себе такое трение. Я умею говорить нахуй, пошел ты нахуй или пошла ты нахуй. Вот люди не меняются, точка. Так, ну что, наверное, сегодня все, дорогие друзья. Спасибо вам за то, что вы со мной. Спасибо за поддержку, которую вы оказываете моему каналу. Спасибо за донаты, за финансовую помощь. Всех благ вам, берегите себя. Вилма, вам отдельное спасибо. Вы в моей душе, в моем сердце. За вашу поддержку спасибо, за вашу теплоту. Я узнаю информацию для вас, и я вам обязательно напишу. Всех благ вам, мои дорогие спонсоры моего канала. Вам отдельная благодарность. Скоро я начну запускать видео для вас. Будут у нас такие с вами секретики. Спасибо вам большое еще раз. Любите себя, жизнь одна. Ставьте себя на первый план. Если вы будете уважать себя, вас будут уважать другие, друзья, дети и так далее. И счастья вам. Будьте успешны, будьте счастливы, будьте благодарны, великодушны. Потому что это важно. Уметь благодарить – это очень важно. Все, я вас всех обнимаю. Так, я вас всех обнимаю. Будьте успешны, здоровы, будьте богаты, великодушны. Счастья вам. Все, пока-пока.